Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы совершим с вами обзор программатора Xprog. Пришел он к нам из Китая. Как видите, коробка жутко помята. Будем ее открывать. Программатор будет полезен автоэлектрикам, автоэлектронщикам, тем, кто занимается ремонтом блоков управления, перепрограммированием блоков управления, восстановлением и прочим, где есть необходимость перешивать, а точнее, правильно говоря, перепрограммировать микросхемы памяти, микросхемы EEPROM, микросхемы процессоры, ну и прочее. Как видите, все элементы остались целые. Ну что ж, сегодня мы, пожалуй, произведем уже открытие нашей волшебной коробки с этим программатором. Подвинем камеру, чтобы было виднее. Вот, собственно говоря, сам программатор, что он из себя представляет. Вот наша радость. Версия 5.50. Я посчитал, что для своих целей, в принципе, достаточно. Версию 5.90 на сегодняшнее число приобретать смысла нет. Вот, собственно говоря, колодка, про которую я вам говорил немного ранее, когда микросхему EEPROM надо напаивать, а не просто вставлять, вынимать. Когда плохие контакты, довольно удобно. Здесь предусмотрено сразу две их. Вот одно место площадка, вот вторая. Но это как бы детали. Вот, собственно, сам программатор. Набор различных переходников под различные микросхемки. Диск с программным обеспечением. Полезные кабеля. Для чего они предназначены, сейчас, собственно говоря, с вами и рассмотрим. Да, на каждой колодке подписано, для какого чипа она предназначена, переходная. Вот, собственно говоря, тоже. Главное внимательно смотреть. Может быть, с другой стороны, ну, как всегда, китайцы часто, не как всегда, иногда бывает не так. Все находится в припое, в канифоле, плюсе. Все это надо будет перед использованием вычищать, чтобы не было хуже. Ну вот, собственно говоря, тоже все везде подписано. Номер адаптера под ТМС-ки этот предназначен. Вот такие вот чудеса. Итак, что же может этот чудесный программатор? Итак, открываем программку, которая под него предназначена. Да, хотел сказать заранее, уже установлен программный продукт. Тот, который шел в комплекте от китайцев, был неисправен. Что у нас можно? Сначала выбираем микросхемку, которую будем шить, либо что еще делать с ним. Работает с EEPROM-ками, различный список, большой довольно, микросхем, с которыми он дружит. Работает с процессорами, с различными. Причем, что интересно, что довольно интересно, бывает, что на процессоре написана маска, тогда необходимо все же обратиться к документации, которая шла в комплекте. Там есть расшифровка по маскам и так далее. Выбираем, допустим, микросхемку. У нас здесь все расписано, как что, и нарисовано, как ее подключать на колодке, на какой, куда и как, и в какой разъем вставлять. Возьмем, допустим, другую, HC08.
Ну вот, по ним документации нет. Ну, там и так все понятно. По пятерочкам вот все расписано. Все расписано, где что, какой надо использовать адаптер переходной. И нарисовано, какой контакт должен куда идти. То есть они на самом деле разводятся на адаптере. Иногда надо довешивать еще реле, которого на адаптере, конечно же, нету. Иногда надо довешивать кварц, иногда довешивать дополнительное питание, но оно здесь обычно все нарисовано, когда нету чего-то на программаторе. Это по процессорам. Так, вышел. Посмотрим, что у нас дальше есть. Это у нас приборные панели. Можно сразу мотать, делать все, что угодно. Допустим, BMW-шную берем от 39-го кузова. Смотрим подключение. В общем-то, все нарисовано. Мудреного ничего нету. Все понятно. Куда какой провод присоединить и куда здесь где напаяться. Вот циферки у нас подписаны все. Все понятно. Шкоды то же самое, Volkswagen. Ну, допустим, Volkswagen возьмем. Jetta 7 месяца 6 года. Вот тоже все расписано. Какой провод, куда что подключить, на какую колодку одеть. На самом программаторе. Пойдем дальше. И мобилайзеры. Работает у нас BMW CAS-4, EVS-3, это более старые приборные панели. EVS-3 это более старые мобилайзеры. Ну и кассики у нас поновее. ТВ, активация телевизора во время движения. Это во многих машинах E64. Что это такое, скажу откровенно. Ни разу не приходилось пользоваться. Поэтому сначала разберусь. Это приборные панели, эти блоки управления двигателя. И само собой подушки. Можно погасить краш-тест. Просто так стереть модки можно и по АБД. А уже краш-тест стирается через Xprog. Вот, собственно, все, что он может. Спасибо за просмотр, уважаемые зрители. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, ну или дизлайк, если видео оказалось для вас абсолютно бесполезным. Подписывайтесь на наш канал, делайте репост нашего видео, а внизу в комментариях напишите обзор какого оборудования вы бы хотели увидеть в наших следующих выпусках. До скорых встреч, пока!